Всем привет, мои дорогие девочки и мальчики! Спасибо, что вы со мной и смотрите это видео. И сегодня мы поговорим, я вам покажу и расскажу о моих бюджетных покупках в этом месяце. И именно о тех товарах, которые стоят бюджетно, но при этом имеют замечательное, хорошее качество, иногда даже не хуже люкса. Итак, мы начинаем. И первый продукт, который я хочу вам показать, это вот такой гидрофильный бальзам для снятия макияжа. Clean Zero от Vanilla Co. Эти бальзамы, я думаю, некоторым уже известны, это не новинка. Тем не менее, это очень классная, хорошая штука за достаточно бюджетную цену. Подобные бальзамы есть у многих марок, они отличаются между собой по качеству, но этот гидрофильный бальзам, он имеет все свойства и точно такой же хороший, как и более дорогие люксовые бальзамы, при этом стоит намного дешевле. В частности, мой я купила за 14 евро 100 мл. Для чего вообще нужны нам гидрофильные бальзамы? Они отлично смывают даже самый стойкий макияж. Если у вас есть проблема черных точек, гидрофильные бальзамы вам отлично помогают. Но всегда нужно помнить, что гидрофильный бальзам после его применения, его нужно смывать просто обычной умывалкой. В чем плюс конкретно этого бальзама? В том, что он не просто смывает макияж, он еще и увлажняет вашу кожу, он не сушит ее, что является, конечно же, дополнительным плюсом. И, собственно, сам бальзам. Как пользоваться? Вам нужно нанести небольшую горошину и распределить по массажным линиям и стереть всю косметику, в том числе косметику с глаз. Снимает, повторюсь, даже самый водостойкий, самый стойкий, самый цепкий макияж, отлично работает. И здесь очень-очень неплохой состав. В составе здесь есть бамбук, экстракт корня громвеля. И, если честно, я впервые услышала про этот экстракт, я погуглила, почитала, и оказалось, что это очень классная, полезная штука для нашей кожи. Среда его произрастания – это Китай, Япония и Корея. Имеет противовоспалительный эффект, ускоряет заживление ран и также дает увлажнение вашей кожи. То есть просто супер вещь. Кроме того, здесь есть экстракт корня дягеля и плодов ацеро. Искренне рекомендую, очень хороший гидрофильный бальзам за достаточно бюджетную цену и совсем не хуже люкса. Ну и следующая моя покупка, я покупаю ее второй раз уже, это такая водостойкая тушь, собственно, для нее в том числе мне и нужен этот бальзам. Это тушь от Catrice Glam Doll. Именно в синей упаковке это водостойкая тушь. И это действительно одна из немногих работающих водостойких тушей. Даже если будет идти сильный дождь, даже если вы будете плакать и даже рыдать, вся вода окажется на ваших глазах, ваша тушь останется с вами. Она не растекается, с ней ничего нельзя сделать, она действительно очень стойкая. При этом смыть ее обычными средствами невозможно. Проверено, нет, она намертво сидит, просто вы трете глаза, а тушь остается на ваших глазах. Поэтому смывать ее нужно только гидрофильными средствами, для чего мне и нужен предыдущий бальзам. Имеет вот такую изогнутую щеточку. В чем ее плюс? Она не осыпается, она хорошо прокрашивает, она разделяет ресницы, никаких паучьих лапок. Она такой хорошей консистенции и дает хороший естественный результат, чуть удлиняет, чуть-чуть дает объема. Цена здесь ну просто бюджетнее некуда. Я ее купила за 3,5 евро. Она ничуть не уступает, она даже лучше известных люксовых тушей подобного сегмента. И, повторюсь еще раз, это одна из немногих тушей водостойких, которая действительно водостойкая. Ну а следующее средство – это вот такой крем от Cosrx с ретинолом, супервитамин Е и пантенолом. Февраль и март – это последние месяцы, когда я использую ретинол в своем ночном уходе. Поэтому в этом году я использовала только легкие средства. Этот крем также достаточно легкий по своей концентрации. Он вам не даст какого-то очень сильного шелушения, но в то же время он обновит вашу кожу, освежит ее, сделает цвет вашего лица таким здоровым, сияющим, сотрет следы усталости. Также он борется с акне, с воспалениями.
При этом он дает увлажнение, как бы даже чуть напитывает, делает кожу сияющей, просто такой красивой, отдохнувшей. Чаще всего я использую ретинол в более сильной концентрации, но не этой зимой. Этой зимой мне хватило таких более легких средств. Но этот крем я использую где-то в районе 10 дней, мне кажется, и он мне очень понравился. Он очень хорошо питает, увлажняет. Вот такой маленький тюбик. Здесь 20 миллилитров. Наношу его на ночь на сыворотку на лицо. Он отлично впитывает. И, как следствие, в принципе, за 10 дней использования мне он очень понравилось. Я увидела эффект от ретинола очень-очень неплохой. Стоимость его 24 евро, но для рабочих кремов с ретинолом 24 евро – это вполне бюджетная цена, поэтому я его включила в эту подборку, потому что подобные средства люксовых каких-то брендов стоят гораздо дороже. Ретинол нормализует работу сальных желез, дает увлажнение вашей кожи, стимулирует выработку коллагена и эластина, борется с высыпаниями, снимает воспаление и сужает поры. В принципе, со всеми заявленными свойствами данный крем действительно работает, поэтому я ему ставлю крепкую 5. Отличное средство по бюджетной цене. И также, если у вас есть какие-то первые такие мимические морщинки, еще не глубокие, то крем с ретинолом, в частности, этот крем – отличное средство, которое их стирает как ластиком, но при регулярном использовании, конечно. В составе здесь алантаин, бета-кератин, сам ретинол, витамин А, витамин Е, витамин С, гиалуроновая кислота, глутатион, масло ши-пантенол и рисовый воск. Очень хороший рабочий состав, и это корейский бренд, который действительно делает качественную продукцию за бюджетную цену. И следующее средство, которое я купила, также протестировала уже 3 раза, это вот такая масочка от Alpha Parf. Она для сияния и блеска ваших волос. Alpha Parf – это профессиональный бренд косметики для волос, это итальянский бренд. Он не то чтобы совсем бюджетный, скорее такой средний ценовой сегмент, иногда бывает выше среднего стоимость, но конкретно эта маска стоит всего лишь 11 евро. В Бельгии у нас столько стоит маска Fructis Garnier, то есть куда уже бюджетнее, поэтому действительно люксовое профессиональное качество за бюджетную цену. Сама маска действительно работающая, она разглаживает, она придает сияние, как бы питает, я бы сказала, немножко ваши волосы. Но здесь есть такой небольшой минус, это ее запах. Запах мужского шампуня Шаума. В принципе, конечно же, мужчинам тоже нужны маски, но я как женщина, для меня это минус. Но в целом после мытья головы, после нанесения маски, когда вы ее смыли, то на волосах этот аромат не ощущается, поэтому это минус, но достаточно небольшой, я не обращаю на него внимания. Маска имеет очень густую консистенцию и действительно хорошо работает. Цена Garnier Fructis, но при этом это все-таки люксовый профессиональный бренд косметики и дает очень неплохой результат. Ну и последний продукт на сегодня, товар для гигиены. Я покупаю в данном формате данное средство первый раз. Я протестировала его в течение нескольких дней и могу рассказать о плюсах и минусах. А именно это Rexona Maximum Protection в форме крема. Крем для меня это новинка, как в принципе и данная серия это новинка от Rexona. Это антиперспиранты. В чем здесь плюсы, в чем здесь минусы? Плюс в том, что имеет очень такой приятный, легкий пудровый аромат. При этом данный аромат не слышен на коже, он не мешает нанесению парфюмов, что важно очень для меня. При этом он действительно справляется с проблемой потовыделения, никакого запаха. Весь день вы действительно свежая, чистая. Здесь сказано, что 96 часов, но, честно, я даже не представляю, при каких условиях, но, возможно, бывает. По себе могу сказать, что с утра я сходила в душ, и до вечера, до поздней ночи он действительно работает. Очень хороший, действенный антиперспирант. Кто раньше пользовался Rexona, в принципе, знает, что она всегда была неплохая, но из всей линейки Rexona эта новинка мне понравилась больше. Она действительно очень хорошо работает, и она какая-то такая мягкая, очень приятная. Но до этого я покупала ее в формате
шарикового антиперспиранта. Сейчас это у меня крем. Если вы видите, да, нужно вот так покрутить, и выходит крем. Просто вы его наносите и распределяете. Но какой здесь минус? Конкретно в кремовой версии минус для меня в том, что при первых нанесениях я не совсем понимала нужное количество. Может быть, потому что я просто не привыкла. И первые дни я наносила его, видимо, чрезмерное количество, и он как бы немножко скатывался на коже, что, конечно же, не совсем приятно. Но потом, через несколько дней, я приноровилась, я поняла нужное количество крема, мне такой проблемы больше нет. Но могу просто, если уж придираться, то вот есть такой небольшой минус. А в остальном действительно очень классный, очень мягкий, но при этом действенный рабочий антиперспирант. Но на этом у меня сегодня все. Спасибо, что вы были со мной и посмотрели это видео. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии, а также за вашу подписку. Я все это очень ценю. Ну а я желаю вам отличного дня и хорошего вечера. И не забывайте, что вы прекрасны и вы уникальны. Всем пока-пока!